Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия, и вы на моем канале по вязанию крючком, спицами и плетению макраме. А сегодня у меня мастер-класс по вязанию сумки крючком из шнура. Это шнуры фирмы Saltera. Один шнур хлопковый 3 мм, а второй шнур полиэфирный 5 мм. Шнуры этой фирмы отлично держат форму, но достаточно тяжелые. О размерах моей сумочки. Размер каждого квадратика 22 на 22 сантиметра. Соответственно, по дну у нас сумочка 22 сантиметра, а самая широкая часть около 40 сантиметров. В высоту сумочка вместе с обвязкой получается около 24 сантиметров. Приятного вам вязания! Приступим к мастер-классу. Итак, для сумки нам нужно связать 4 бабушкиных квадрата. Вот с таким рисунком, и один квадрат для дна, он будет более плотный. Сначала свяжем вот этот квадрат, берем пряжу желтого цвета. Напоминаю, у меня пряжа Saltera, хлопковый шнур 3 мм. И беру для него крючок 5 мм. Делаю колечко амигуруми. Вот таким образом. Вывожу петельку и провязываю 3 воздушные. Это первый столбик. Делаю накид. Провязываю столбик с накидом. Провязываю еще один столбик с накидом. Вместе со столбиком подъема провязано 3 столбика. Далее 2 воздушные. И вяжу еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. И еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. И еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И последние 2 воздушные петли. Провязали квадрат, первый ряд. Затягиваем колечко амигуруми. Пряжа достаточно жесткая и хорошо держит форму. Затянули колечко амигуруми, тут осталась ниточка. Ее заправим, эту нить обрезаем. Теперь для удобства можно взять крючок потоньше. Ниточку вот эту вытягиваем. Вставляем крючок между первым и вторым столбиками вот так под косичку. Вытягиваем нить. И возвращаем эту нить обратно в ту петлю, из которой она вышла. И давайте сразу заправим нити. Не люблю заправлять нити в конце вязания. Люблю заправлять сразу. Вот эту нить от колечка амигуруми заправляем в ряд. Обрезаем. И эту ниточку тоже спускаем по столбику и заправляем. Хвостик отрезаем. Провязали первый ряд. Теперь берем пряжу белого цвета. Пряжа белого цвета у меня тоже Saltera.
но это плоский полиэфирный шнур 5 миллиметров. И сейчас будем провязывать вот в эти арочки по 4 столбика с накидом и будем их разделять 3 воздушными. Будем формировать квадрат. Но для того, чтобы ряд закрывался красиво, начинать будем вязание с одного столбика и в конце ряд завершим. Оставляем ниточку подлиннее, вывели петлю, провязали 2 нитями закрепляющую. Теперь эту ниточку оставляем и провязываем 2 воздушные. Далее провязываем еще 2 воздушные, 1, 2. Это мы провязали первый столбик и 2 воздушные между 2 пучками. Далее увидите, как это смотрится. Дошли до следующей арки. В нее провязываем сначала 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные, 1, 2, 3. И сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Готово. Готов первый уголок. Теперь, чтобы начать вязать второй уголок, нужно связать сначала 2 воздушные. И теперь переходим к вязанию второго уголка. Провязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее 2 воздушные и переходим на вязание уголка. Сюда опять 2 столбика с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3 и еще 2 столбика с накидом. 1 и второй. 2 воздушные, 2 столбика, 1, 2, 3 воздушные и осталось сюда провязать 1 столбик с накидом. Ниточку обрезаем, вытягиваем и нужно закрыть ряд. Здесь мы провязывали 3 столбика, 1, 2, 3. Вот вставляем крючок под обе арочки третьего столбика. Внизу у нас остается перемычка. Протягиваем нить, переворачиваем и возвращаем нить в ту же петлю, из которой она вышла. Здесь мы перевернули на изнаночную сторону и сразу можно вставить вот так под перемычку, чтобы заправить. Проворачиваем нить по столбику и заправляем внутрь столбика. И вот таким или любым другим удобным для вас способом заправляем ниточки, сразу прячем. Все красиво, аккуратненько. Теперь берем пряжу у меня зеленого цвета. Третий ряд также начну вязать с одного столбика на углу. Оставляю ниточку подлиннее. Вывожу нить, провязываю сразу 2 нитями. И теперь вторую нить оставляю. Провязали еще 2 воздушные. Это первый столбик ряда. Теперь у нас в нижнем ряду образовались еще арочки посередине. В эти арочки тоже провязываем пучки из 2 столбиков. Но прежде чем его начать вязать, этот пучок, провязываем 2 воздушные. Итак, мы провязали первый столбик, это 3 воздушные, и потом еще 2 воздушные. Теперь вяжем 2 столбика с накидом, 1, 2, 2 воздушные,
Дошли до уголка. 1 столбик с накидом, 2, 3 воздушные, и сюда же еще 2 столбика с накидом. Провязали уголок. Дальше 2 воздушные, провязываем пучок по центру. 1 столбик, сюда же 2. Далее 2 воздушные и дошли до угла. 1 столбик, 2, 3 воздушные и сюда же еще 2 столбика. 1 и 2. Провязали 2 уголок. 2 воздушные, вяжем центральные 2 столбика, 1 столбик, сюда же 2, 2 воздушные и провязываем уголок. 1 столбик, сюда же 2, 3 воздушные и сюда же еще 2 столбика. 1 и 2. Провязали уже 3 уголка. 2 воздушные, провязываем центральные пучки. 1 столбик, сюда же 2. 2 воздушные. И дошли до последнего уголка, с которого мы начинали вязание. Провязываем 2 столбика, 3 воздушные и остался 1 столбик. Нужно закрыть ряд. Нить обрезаем. Беру крючок потоньше, ниточку вытянула. 1, 2, 3 отсчитала 3 петли снизу. Под обе косички вставляю крючок. Внизу осталась перемычка. Вытягиваю нить. И возвращаю ее в ту же петлю, из которой она вышла. Перевернула на изнаночную сторону и крючок сразу вставила под перемычку. Выравниваем. Нить вот так спускаем по ряду, закрепляя. И прячем. Итак, готово. Сейчас будем вязать 4-й ряд. В 4-м ряду все то же самое. На уголках вяжем одинаково. И здесь у нас уже 2 арочки. То есть будем провязывать уголок, пучок из 2 столбиков, пучок из 2 столбиков и уголок. С каждым следующим рядом посередине будет добавляться по пучку. Но я думаю, что это и так понятно. Снова беру нить белого цвета. Также начну вязать с угла. Здесь ниточку оставляем побольше. Вытягиваем петлю, провязываем 2 нитями закрепляющую. Теперь эту ниточку оставляем, потом ее заправим. И провязываем еще 2 воздушные. Далее провязываем еще 2 воздушные. И переходим на другую арочку. 1 столбик. Сюда же 2. 2 воздушные. 1 столбик. Сюда же 2. 2 воздушные. И дошли до уголка. 1 столбик. 2. 3 воздушные. И еще 2 столбика. Далее 2 воздушные. Затем 2 столбика с накидом. 2 воздушные.
2 столбика с накидом, 2 воздушные и дошли до угла. 1 столбик, 2, 3 воздушные и еще 2 столбика. И провязываем до конца ряда. Провязали до конца ряда, нить обрезаем, вытягиваем и закрываем так же, как закрывали во всех предыдущих рядах. Присоединяем нить розового цвета, также начну с угла. Здесь все то же самое, но прибавляется еще пучок из 2 столбиков с накидом. Провязали первый столбик подъема и еще 2 воздушные. Дальше 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, 2 воздушные и дошли до уголка. И на углу все то же самое. 2 столбика, 3 воздушные и еще 2 столбика. Далее вяжем прямо. Две воздушные, 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, 2 воздушные и снова дошли до угла. И все то же самое повторяем. Все очень просто. Я уверена, уже алгоритм вязания вы прекрасно запомнили. Вяжем до конца ряда. И осталось провязать последний ряд. Вяжется он немножко по-другому. Здесь мы уже столбики вяжем в каждую петельку, а уголок провязываем точно так же. Давайте начнем вязать также с угла. Провяжем первый столбик уголка и пойдем прямо. Где у нас в нижнем ряду пучки, столбики с накидом, также провязываем, вставляя крючок над петелькой столбика под косичку, вставляем крючок как бы между столбиками под косичку. Снизу 2 столбика, сверху тоже над ними 2 столбика. Далее у нас идет арочка, в которую мы провязывали 2 воздушные, в нее провязываем 2 столбика с накидом. Далее 2 столбика снизу также провязываем 2 столбика с накидом. В арочку 2 столбика, 1, 2. Опять снизу 2 столбика, также провязываем 2 столбика.
в арочку 2 столбика. Далее снизу столбики с накидом. И сверху провязываем 2 столбика с накидом. Дальше арочка. 2 столбика. И последние столбики перед прибавкой на углу. Также у нас снизу 2 столбика. И таким же образом провязываем также 2 столбика. Итак, дошли до угла. Уголок вяжем точно так же. 2 столбика, 3 воздушные и еще 2 столбика. Теперь вяжем прямо. Тут не запутайтесь, смотрите, тут петелька, косичка прямо над столбиком с правой стороны. Сейчас поэтому крючок вставляем. Вам может показаться, что вы провязываете вальку, но эта петля, этот столбик будет относиться к нижнему столбику. Вот так над столбиком вставляем крючок под косичку и провязываем столбик. Теперь второй. И далее вяжем 2 столбика в арочку. Далее 2 столбика над столбиками снизу. И так далее. Как видите, тоже все очень просто. Провязываем самостоятельно до конца ряда. Не забудьте, здесь в конце ряда мы начали провязывать с первого столбика уголка. Значит, тут останется провязать 2 столбика, 3 воздушных и еще 1 столбик. И ряд закрываем точно таким же способом, как закрывали на протяжении всего вязания. Готово, провязали. Таким образом нужно провязать 4 детали. Обязательно их отпарить. Здесь на образце вы можете видеть вот эта деталь отпаренная, какая она ровная, красивая, прекрасно держит форму. И это не отглаженная, не отпаренная деталь, такая немножко кривенькая. После отпаривания тоже станет вот такой же красивой. Провязывайте все 4 детали, а затем будем вязать дно сумки. У меня получились квадраты 22 на 22 сантиметра. У вас может быть это и другой размер. Это не столь важно. Самое главное, чтобы все квадраты были одинаковые. Теперь давайте свяжем дно сумочки. Делаю колечко амигуруми и начну вязать круг. Вывожу петельку, провязываю 3 воздушные петли. И дальше мне нужно провязать еще 11 столбиков с накидом. Накид, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, затягиваем колечко амигуруми и нужно сомкнуть круг, закрыть ряд. Вставляем крючок между первым и вторым столбиками с изнаночной стороны. Накидываем петлю на крючок, выводим на изнаночную сторону. Выравниваем. Теперь вставляем крючок между последним и первым столбиком. Накидываем петлю на крючок, подтягиваем. Накидываем рабочую нить на крючок и выводим петлю на новый ряд. Провязываем второй ряд. 3 воздушные, это первый столбик ряда. И далее в каждую петлю будем делать прибавку, провязывать по 2 столбика в одно основание. Первый столбик подъема провязали. Сюда же провязываем еще 1 столбик. И далее до конца ряда в каждую петлю провязываем по 2 столбика с накидом. 1, сюда же второй, 1, сюда же второй,
И так далее до конца ряда. Всего по кругу получится вместе со столбиком подъема 24 столбика. Готово, провязали. Теперь ряд надо закрыть. Далее я буду вязать пряжей другого цвета, поэтому эту нить обрезаю и закрываю ряд таким же способом, как мы закрывали ряд до этого. Теперь возьму пряжу зеленого цвета. Здесь можно начать вязать с любого места. Вставляю крючок между столбиками. Провязываю 3 воздушные. Это столбик подъема на новый ряд. Далее провязываю еще 4 столбика с накидом. Вместе со столбиком подъема у меня провязано 5 столбиков. В следующую петлю вяжу 4 столбика, а между ними 2 воздушные. 1 столбик, сюда же второй, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика. Сформировали первый угол квадрата. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Формируем второй угол. В следующую петлю провязываем так же, как и здесь, 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. 1 столбик, сюда же второй, 2 воздушные, и еще 2 столбика с накидом. Сформировали второй угол. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Формируем угол. 1 столбик, сюда же второй, 2 воздушные, и еще 2 столбика сюда же. Готово. Сформировали третий угол. Вяжем далее 5 столбиков с накидом. Пять. Готово. Осталась одна петля. В нее формируем последний уголок. 1 столбик. Сюда же второй. 2 воздушные. И еще 2 столбика. 1 и второй. Закрываем ряд. Вставляем крючок с изнаночной стороны между первым и вторым столбиками. Накидываем петлю на крючок, выводим на изнаночную сторону. Вставляем крючок между последним и первым столбиками. Отхватываем петлю, подтягиваем и выводим петлю на новый ряд. Провязываем 3 воздушные. Это 3 петли подъема на новый ряд. Дальше вяжем прямо, а на уголках также делаем прибавки. 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика. Значит, тут 7. Первый столбик провязали, еще 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. В уголок вяжем прибавку. 1 столбик. Сюда же второй. 2 воздушные. 1 столбик. И сюда же второй. Сформировали уголок. Далее нужно провязать 9 столбиков с накидом. Здесь в первый столбик также крючок вставляем в петлю над столбиком, в косичку над столбиком. Вот столбик, над ним косичка, вот под косичку вставили крючок. И вот тут, если посмотреть, у нас под крючком еще ниточка. Таким образом провязываем 9 столбиков с накидом. Провязали 9 столбиков, дошли до угла, сюда 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика. Готово. Далее провязываем 9 столбиков. И таким образом вяжем до конца ряда. Здесь останется провязать уголок, это 2 столбика, 2 воздушные, еще 2 столбика, 9 столбиков с накидом. Опять дошли до уголка, 2 столбика, 2 воздушных, еще 2 столбика. И здесь для завершения ряда останется провязать еще 2 столбика и закрыть ряд. Осталось 2 столбика до завершения ряда. Провязываем. Ниточку обрезаем и закрываем ряд. Пятый и шестой ряд провяжем пряжей желтого цвета. И здесь можно начать с любого места. Я начну от угла. И здесь мне останется провязать только прибавку. Провязываю прямо столбики до уголка. Дошли до угла, провязываем прибавку, 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика. Провязываем до конца ряда. И не забываем, здесь в конце ряда у нас останется прибавка, 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика вот сюда в уголок, и закрыть ряд. Заканчиваем вязать пятый ряд. Провязываем уголок, 2 столбика, 2 воздушные и еще 2
столбиков. Готово. Теперь ряд закрываем. Последний 6-й ряд тоже у меня будет связан желтой пряжей, поэтому нить я тут не обрезаю. Далее вяжу все точно так же. И провязываем последний 6-й ряд самостоятельно. Провязываем последние столбики 6-го ряда, провязываем угол, 2 столбика, 2 воздушные, и еще 2 столбика, и осталось провязать последние 2 столбика. Готово. И закрываем ряд. Прячем все ниточки, отпариваем, отглаживаем дно и далее будем соединять детали между собой. Готово. Все детали отглажены, отпарены. Это у нас донышко. И нужно будет сейчас сшить детали между собой. Сначала сошьем детали к донышку. Вот таким образом. А потом соединим квадраты между собой. Соединять квадраты между собой я буду с помощью иглы с тупым концом. Я отрезала нить равной 3 периметрам. И теперь будем пришивать. И есть один нюанс. На дне мы провязывали 2 воздушные на углу. А у боковой стороны здесь на углу 3 воздушные. И вот эти 2 воздушные мы оставим на соединение по бокам. А 1 воздушная пойдет на дно. Вставляем иглу в первую воздушную на углу. Кончик нити оставляем, потом его заправим. И здесь тоже вставляем иглу в первую воздушную на углу. Можно совместить вот так детали между собой. И далее последовательно, петля за петлей, сшиваем детали между собой.
Итак, почти закончили. Здесь не забываем. Сшиваем, используя одну петлю сверху на углу воздушную и одну снизу. И здесь на белой детали, на боковой, 2 петли останутся на сшивание бока. Готово. Первую половинку пришили. Далее делаем все то же самое. У нас вот здесь в одну петлю прошили, осталась одна боковая петля, вставляем крючок в нее. Это как раз следующий стежок. И берем петельку отсюда. И продолжаем сшивать стежочек за стежочком. Работа эта не трудная, не требует никаких определенных навыков, но достаточно долгая. Сшиваем детали с дном самостоятельно, затем встретимся, будем сшивать боковые детали между собой. Я закончила пришивать детали к дну. Теперь вот эту ниточку от начала завожу на обратную сторону. И у меня еще осталась нить, и я ее не буду обрезать. Сразу пойду на бок. Теперь я эту ниточку вставляю в ту петлю, с которой мы начинали. И сразу на другую деталь. Вот таким образом. И затем пойду уже вот так. Итак, перевели нить. Теперь пришиваем боковую деталь. Все то же самое. Петелечка в петелечку. Готово. И здесь в конце все то же самое. Тут у нас 3 петли. Мы 2 соединяем, одну петлю оставляем прямо. И вот что у нас получится. Далее соединяем все остальные детали между собой самостоятельно. Заправляем все ниточки, все прячем, чтобы было красиво, аккуратно. И будем вязать ручки. Итак, вот что получилось. Получается, вот наши пришитые квадраты. Совмещаем. И вот такая сумка. Теперь нам нужно связать ручки. И присоединимся в любом месте на боковой части. И будем вязать столбики без накида до шва. Вот эту нить от набора ложим на ряд и сразу ее спрячем. Провязываем до шва столбики без накида. Готово. Провязали до шва. Теперь набираем цепочку из воздушных петель 60 сантиметров.
Готово. Провязали воздушную цепочку 60 сантиметров. Обязательно проверяем, чтобы она нигде не перекрутилась. И присоединяемся вот сюда. Перепрыгиваем квадратик соединителем, столбиком. И далее вяжем до следующего шва столбики без накида. Готово, провязали. Теперь снова набираем воздушную цепочку 60 сантиметров. Провязали 60 сантиметров. Также проверяем, чтобы шнурок не перекрутился. И присоединяемся также через квадрат. Соединительным столбиком. Готово. И дальше вяжем до того места, где мы начинали ряд. Также продолжаем столбиками без накида. Довязали до конца ряда. Ряд закрываем. Вставляем крючок между первым и вторым столбиками. Петлю накидываем на крючок, выводим на изнаночную сторону. Теперь крючок вставляем между последним и первым столбиками. Накидываем петельку, подтягиваем и выводим петлю на новый ряд. Провязываем одну воздушную, это столбик подъема, на новый ряд. И далее вяжем снова столбики без накида. Провязали до начала ручки. И здесь петлю у самого основания перед подъемом пропускаем. Вяжем сразу сюда. Эту петлю пропускаем. Вяжем сразу столбик без накида в петлю на ручке. И далее провязываем по воздушным петлям столбики без накида. Вот здесь мы петельку пропустили специально. Вот видите, у нас теперь ручка красиво загибается. Чтобы вот здесь не было залома, обязательно петлю вот эту у основания пропустить. Таким образом вяжем до конца ряда. Провязала до конца ряда. Здесь нить обрежу и ряд закрою. И еще один ряд для ручки провяжу пряжей розового цвета. Теперь присоединяю нить розового цвета. Тоже в любом месте. Нить от набора ложу на ряд, сразу прячу столбики. И провязываю еще один ряд пряжей розового цвета столбиками без накида. И не забываем
в начале и в конце вязания ручки вот у основания пропускать одну петлю. Вяжем до конца ряда, и сумка будет готова. Готово. Я провязала еще один ряд розовой пряжей. Отрезаю нить и закрою ряд. И ниточку сразу спрячем. Вот такая достаточно объемная, вместительная пляжная сумка у меня получилась. При желании можно еще сделать кисточку и пришить несколько магнитных застежек.